Всех приветствую на канале Бенди Крипто, меня зовут Никита Грин Бенди, и в этом видео мы с вами поговорим про рынок криптовалют на 2025 год, что нам ожидать от этого года, от нового года, также поговорим про цели по альтам по некоторым, по эфириуму, по биткоину, куда мы можем прийти, и короче все факторы, которые повлияют на дальнейшее движение цен в 2025 году. Зацените новое оформление на моем канале, дизайнер сделал мне обложечку, сделал аватарочку, вот так вот теперь оно красиво все выглядит. Поэтому поставьте видосику лайк, это поможет продвижению контента, пишите комментарии любой, какие у вас цели по биткоину, по эфириуму, напишите, мне будет интересно почитать. Также, если вы не подписаны, подписывайтесь, а мы начинаем. Начнем мы с самой главной метрики, а именно циклы. Крипта движется циклами, фондовый рынок движется циклами. Все в этом мире движется циклами, мода циклична, все циклично. И на крипте то же самое. В крипте эти циклы, они более ускорены, чем, допустим, на фонде, потому что крипта более волатильна. И вот простой пример, это у нас эфириум, 2017 год, бычий рынок. Посмотрите, что происходило с эфиром. Естественно, такой волатильности уже не будет, когда эфир там на 200, по 200% в месяц рост, такого уже не будет, потому что эфир стал более тяжелее. Но 2021 год, посмотрите то же самое, бычий рынок, плюс 78, плюс 7, плюс 35, плюс 44. То есть первый квартал бычьего года, он всегда был очень большим на рост. И при том, что все месяцы были зеленые, да. Тут, допустим, месяц не сильно дотянул, как до этих месяцев, там плюс 7% всего лишь. Но в основном все месяцы первого квартала 2025 года зеленые для альтов. И для BTC мы тоже сейчас посмотрим эту статистику. И это просто цикличность. То есть, смотрите, 2017 год, бычий рынок, 2021 год, бычий рынок, каждые 4 года. И следующий рынок, бычий, 2025 год, 4 года прошло, и мы наконец-таки стоим на пороге этого бума. В 2025 году, первый квартал, я думаю, полетит все. Опять же, потом можем вернуться к этому видосику, сверить. Это, кстати, последний видос в этом году с аналитикой и с прогнозом на 2025 год. Уже в 2025 году встретимся и будем по ходу движения цен анализировать дальнейшее движение цен, соответственно. Так у нас выглядит эфириум. Опять же, сейчас у нас 2025 год будет. Будет бычий рынок. И будет все очень жестко расти. Давайте посмотрим, что было на биткоине, то же самое по циклам. Вот у наш биткоин. Вообще, первым делом растет биткоин, потом из биткоина переливается ликвидность в эфириум, Solana, BNB, короче, другие экосистемы, разливаются так вот деньги, короче, как не знаю, по пирамидке от биткоина спускаются все ниже и ниже и к альтам, потому что альты, они более низкокапные, у биткоина там капитализация огромная, там в триллионах долларов, там почти 2 триллиона долларов, вот, и альты, они там, сколько там, миллиард, там некоторые даже несколько миллионов долларов, поэтому они могут стрелять выше, чем биткоин. В каждом цикле вначале растет биткоин, а за ним уже потом растут альты с большим отставанием, там отставание может быть несколько месяцев, даже полгода. И вот смотрите, 2017 год, бычий рынок, 2016 посмотрим, год, когда биткоин начинал свой ралли потихоньку к 2016 году. Посмотрите, биткоин растет. Биткоин растет, и даже в 2017 году он тоже показывал рост, плюс 21%, да, минус 9, плюс 25, плюс 70, и в принципе большая часть 2017 года биткоин рос. То есть даже после того, как ликвидность из биткоина переходит в альткоины, это можно видеть по доминации BTC, потому что доминация BTC прямо отражает, сколько биткоин занимает место в рынке по отношению к альткоинам. Вот, и в 2017 году также вместе с другим крипторынком биткоин рос, но он уже рос меньше, потому что альты давали больше процентов за счет перелива ликвидности из биткоина в альткоины. 2021 год, то же самое. Первый квартал бычьего года у нас зеленый, плюс 14, плюс 36, плюс 30%. Вот так вот он выглядел, соответственно, бычий рынок. И сейчас, то есть каждые 4 года, сейчас у нас подходит этап, когда опять у нас бычий рынок, и то же самое у нас будет первый квартал, скорее всего, зеленым. У нас даже первый квартал 2024 года был зеленым. Поэтому держим свои сумки. Понимаю, что сейчас будет очень много фада. Вот даже вот на недавнем проливе был фад, то что типа ФРС отказывается принимать биткоин, не будет там его на баланс себе закупать. Потом выходит новость, что Трамп может легко сделать так, что ФРС начнет покупать биткоин. И все, сразу рынок позеленел, и сразу все такие, вау, круто. То есть новости созданы для того, чтобы вы продали свою сумку, чтобы вы не смогли дохолдить до определенных отметок. Никогда не смотрите на новости, смотрите на факты. Факты и закономерности, на цифры смотрите. Новости — это просто шум, это пыль. Вы должны опираться на факты. И это тогда вам поможет заработать в этом рынке. Давайте теперь посмотрим, что было на альтах. Какие-нибудь старые альты откроем. Давайте тот же Uniswap у нас. Старый альт. Посмотрим, что у нас он показывал. Так, вот у нас статистика. 21 год. То же самое. Первый квартал бычьего года. Посмотрите. Зеленый. И сейчас у нас точно такой же будет. То есть первый квартал 2025 года. Июнь будет зеленый. Так же, как и другие альты. Давайте еще кому-нибудь старенький. Давайте Атом. Я думаю, многие Атом держат. Посмотрим на него, что он показывал. Спускаемся вниз, смотрим. 2021 год, первый квартал полностью зеленый. Сейчас у нас опять 25 год, и первый квартал, сами понимаете, что будет с Атомом.
и с другими альтами. Давайте DOT посмотрим. Тоже, я думаю, что есть у нас холдеры DOTA. Смотрим. DOTA. 2021 год. Первый квартал. Зеленый. 2025 год. Что будет через 4 года? Соответственно, то же самое. Какие еще можно альты посмотреть? Давайте посмотрим какие-нибудь там Ripple, XRP, точно. XRP. Он, правда, не прямо сильно так растет, как стейблкоин. Он, правда, он недавно выдал, конечно, палки нормальные. Но даже давайте посмотрим такие альткоины, как Ripple. То же самое. Да, вот один месяц он был минусовой, но в целом, посмотрите, сколько он давал. 122, 37, 174. Сейчас у нас 25 год, соответственно. Что будет давать Ripple? Правильно. Кстати, вот тут он прям с отставанием пошел, видите. В 2017 году в бычьем рынке он как бы тоже дал нормальные проценты роста, но с отставанием. То есть первый месяц он не рос. Окей. Давайте посмотрим какой-нибудь еще там Dash. Тоже очень старый альт. Посмотрим, что он выдавал у нас. Спускаемся вниз. 2017 год. Первый квартал полностью зеленый. 2021 год. Первый квартал зеленый. Как ни странно, 2025 год. Что будет? Ну, Dash не надо покупать, это старый альткоин, но не даст таких больших иксов, как дадут новые альткоины. И еще с правильными нарративами, там, AI, DePIN, всякое такое. Токенизация, RVA. Вот. Короче, мы это уяснили. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит на графиках. Вот у нас сейчас все смотрят на график, типа вот, эфир там чуть-чуть обновил хай, получается, марта, и все, у нас начинается падение, все, дальше у нас ждет медвежка, новости всякие еще подливают под это все. Но если смотреть на факты, опять же, факты говорят о том, что это просто большая зона накопления. Посмотрите, это просто боковичок. Боковичок перезнаете чем? Правильно, перед полетом вот сюда вот, в новый совсем ценовой диапазон, где будет происходить распределение. Смотрите, давайте посмотрим, что было с эфириумом в прошлые года. 2021 год. Прям, ну, самое старое смотреть нет смысла, но там, в принципе, то же самое. Все то же самое происходит. Каждый год происходит одно и то же, и люди постоянно ищут подвох, что нет, в этом году точно не будет как раньше. Вот этот рынок у нас изменился, теперь он другой. Да, рынок меняется, он становится чуть немножко другим. Приходят те же институционалы с ETF-ами, вливаются огромные бабки в крипторынок. И да, естественно, рынок меняется, но суть этих циклов остается все та же. Циклы работают, и они работают как в прошлых годах. И сейчас развивается то же самое. То есть, несмотря на то, что приходит институционал, циклы по-прежнему работают. Смотрите, что мы видим тут. Давайте посмотрим, вот 20, опа, вот 20 сентября, октябрь, ноябрь. Вот, после у нас Нового года, у нас начал эфир рост. И смотрите, вот кажется, что да, какая-то маленькая коррекция. Но давайте мы приблизимся сюда и посмотрим, что за такая коррекция была. Берем у нас линейку, получается, и меряем. Бам. Сюда 35%. Вот вы готовы сейчас эфир 35% упадет? Вы готовы? Мне кажется, большинство не готово, большинство сразу продадут все свои сумки и убегут. Хотя это обычная коррекция на бычьем рынке. И посмотрите, что было после этой коррекции. Посмотрите, что было потом. И это даже не самый пик эфира. Бам, меряем со дна. Плюс 237%. И такие коррекции будут, и они постоянно происходят. Вот сейчас, допустим, есть коррекция. И, ну, люди боятся. Я на таких коррекциях лично покупаю. Но люди говорят, что все, альтсезон закончен, бычка закончена, потому что их на медвежке просто так сильно пугают, что они потом не готовы к тому, что их ждет дальше. И то же самое вот сейчас людей пугают, в боковике долго мучают временем. Это называется высадка пассажиров. Ценой и временем просто высаживают пассажиров. Но к тому, что будет дальше, большинство просто не готовы. Большинство будет сливать свои активы на 2-3 иксах и говорить: ой, спасибо, наконец-таки мы вышли. Потому что их настолько запугали в медвежке и настолько их цели занизили, что они будут не готовы к иксам, которые готовит рынок. Мы, кстати, это посмотрим еще по альтам, по общему total market cap альтов. Получается, эфир вот так вот нас показывал рост. И он рос весь, ну как бы были коррекции, опять же, смотрите, какая коррекция была. Бам! Минус 61%. Чиназис. Вы готовы к такой коррекции? Не готовы. Я уверен, что не готовы. Большинство из вас не готово. Но что было потом? Бам! Чиназис. 191% роста. Пожалуйста. И вот, эфир, получается, закончил свой рост в конце 2021 года, январь, вот 22 год, все, началось на снижение. Ну, короче, прямо под Новый год началось снижение. Сейчас, за счет того, что был халвинг, и биткоин поставил ATH до халвинга, такое, кстати, первый раз произошло на бычьем рынке, может быть такое, что циклы сместятся. И то, что сейчас пики придутся на первый квартал 2025 года, но при этом у нас будет потом снижение, и потом у нас будет еще один пик, но уже он не обновит хай. Поэтому... возможно, циклы немножко сместились, точнее, цикл все тот же, но просто он стал не правосторонним, а левосторонним. То есть пик у нас будет в первом квартале, а второй пик в конце года, он будет уже пониже. Поэтому как бы вот так вот может произойти. Посмотрим опять же, как это было. Давайте реально посмотрим вот старый прошлый цикл 2017-2018 год.
Смотрите, 17 год, декабрь, январь, 18 вот, Новый год у нас, день рождения, день рождения, Новый год. Смотрите, что эфир показывал. Вот декабрь, январь, вот здесь вот, короче, у нас началось ралли прямо на Новый год. Ну, допустим, с этой коррекции сколько эфир дал? 181% роста. Пожалуйста. Ну и вот, кстати, пример левостороннего цикла. То есть обновление хая здесь и второй хай уже пониже. Вот это у нас получается в конце 2018 года. И потом у нас... Нет, это не в конце 2018. 2018 год рос, март, апрель, май, июнь, июль, август. Но тут, да, цикл такой поменьше был. Ну и, соответственно, людей тогда было поменьше. Сейчас у нас людей приходит все больше. Всякие фишки придумывают для того, чтобы заманивать новых людей в крипторынок. Криптокарты, токенизация активов, еще там что-то придумывают. Оплата с помощью крипты. Короче, загоняют народ тапалки. Это тоже все привлечение народа из Web 2 мира в Web 3 мир. И людей в крипте становится больше. Соответственно, волатильность будет снижаться. Но я думаю, что в этом еще бычьем цикле, в этом альт-сезоне у нас еще будет возможность, чтобы сделать реально большие иксы на свой депозит. Но, возможно, это будет последний такой... прям супер мощный по волатильности бычий рынок в крипте, потому что чем больше людей приходит, тем меньше становится волатильность. Соответственно, это как те, кто ранее узнают о технологии, начинают ей пользоваться, они зарабатывают больше, получают больше, чем те, кто потом приходит позже. Ну, соответственно, сейчас крипта как интернет в своей ранней стадии примерно так, потому что около 7% в мире, всего мира пользуются криптой. То есть прикиньте, сколько еще людей может прийти в этот рынок и насколько этот пузырь может раздуться. И опять же, как и все надувается, так и все лопается, об этом тоже важно понимать и забирать деньги с крипторынка. Цели мои по эфириуму остаются прежними. 7, 8, 10, 12, 15 и все, что выше, это прям будет сок. Вот такие вот у меня цели по эфириуму. У меня есть видос с целями по эфириуму. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему двигаемся все в том же направлении вверх. Дальше давайте посмотрим Total 3. Market Cap альткоина посмотрим. У нас альткоины. Что они показывали в прошлом бычьем цикле и в позапрошлом. Давайте позапрошлом посмотрим. Тогда альтов было меньше, соответственно. Ну и они давали больше процент роста. Ну давайте даже не от самого дна, где-то вот отсюда посмотрим. Бам! 900% роста. Пожалуйста. Придите и распишитесь, и это по всему рынку альтов. То есть это не по каждому какому-то альткоину. Кто-то дал там 30 иксов, кто-то там дал 5 иксов, кто-то 2, кто-то 10. А в целом весь рынок альтов в 2017 году дал 900% роста. Давайте посмотрим 2021 год. 2021 год давайте тоже не от самого дна, потому что на дне никто не покупает. Давайте вот от этого локального пика посмотрим и до конца, до высшей точки. Пожалуйста, бам, 600% роста по всему крипторынку. Да, волатильность с годами снижается, опять же, за счет того, что приходит больше людей. И давайте сейчас мы посмотрим. У нас сейчас тоже такой был локальный пик, опять же, в марте, и опять было снижение. Если взять, допустим, что этот локальный пик где-то был здесь, то сколько мы можем еще процентов роста вырасти? Давайте-ка посмотрим. Бам. Ну, я думаю, процентов 200 мы еще... Не, даже больше можем показать. Если тут было, сколько было, 600, то тут, допустим, даже в 2 раза меньше, да, 300% роста. 300% роста, ну, давайте так вот, до 3 триллионов. То есть капитализация альтов может, в принципе, вырасти до 3 триллионов. И это будут реально очень хорошие иксы по всем альтам, по всему рынку. Естественно, если вы покупаете активы, в которых есть хотя бы какая-то часть фундаментала, опять же, все это вот фундаментал, это понятие очень растяжимое. Если у проекта есть бабки, проект реально зарабатывает деньги, то они свой токен на бычьем рынке могут сильно раскачать. Допустим, взять же те же DEX биржи. Вот Hyperliquid вышел, они зарабатывают на комиссиях с транзакций. У проекта реально есть огромное количество бабок, и даже если весь рынок падает, токен Hyper либо стоит, либо растет. Поэтому, если у проекта есть деньги, у них хорошая бизнес-модель, то, скорее всего, он на бычьем рынке покажет очень хороший рост. Поэтому ищите проекты, которые зарабатывают деньги, а не просто там сделали токен и все. И проект не зарабатывает, токен там валяется, и никто им не интересуется. Поэтому нужно искать такие сильные проекты с сильным бизнес-планом. Соответственно, вот так, что у нас по BTC? BTC у нас, я не думаю, что это у нас локальный пик, у меня следующая цель 120, я думаю, до 140 мы дойдем в этом бычьем цикле. У меня открыт фьюч с 70 тысяч долларов, у меня открыта позиция, я буду до 140 его держать, и там уже закрою, то есть X2 по цене будет с точки входа моей на фьючах. Но у меня там небольшой процент депозита, чисто символически решил взять лонг. Вот, я прям ее здесь вот, прям этот лонг брал на начале этого импульса. Что по BTC? По BTC, в принципе, мы можем долететь очень высоко, опять же, за счет того, что Трамп начнет эту гонку всех стран.
во-первых, если в США примут биткоин-резерв, все страны пойдут к примеру США, потому что, как обычно происходит в мире, вначале что-то происходит в США, потом это распространяется на другие страны. Поэтому если в США принимают биткоин-резерв, а Трамп это, к этому все идет, потому что он нанимает на финансовые должности всяких людей, которые за крипту. У него собрана как-то структура вся вокруг Трампа, она вся собрана про-криптовалютная, они все за крипту. Поэтому биткоин может в этом цикле реально улететь очень далеко, но все равно я такой более консервативно смотрю, это 120-140 тысяч долларов. Я верю, что он может вылететь выше, это 100%, опять же. Начнется гонка стран за BTC, страны начнут дико скупать BTC, и он будет просто нереально расти. Поэтому, как бы, биткоин, у него нету предела роста. Но все равно важно понимать, что забирать прибыль с этого рынка стоит. Но я думаю, большинство из вас не держит биткоин. У меня тоже его там немного, я в основном делаю упор на альты, потому что альты сейчас в данной стадии рынка они дадут больше профита, чем биткоин. Потому что ликвидность из биткоина начнет переливаться в альткоины. Дальше у нас биткоин-доминация. Это у нас прямой показатель того, как ходит ликвидность из биткоина в альткоины. Мы показали локальный отскок, о котором я говорил в прошлых видео. В каждом видео я говорил, что мы можем еще отскочить и будет больно альтам. Мы можем еще отскочить и будет больно альтам. Смотрите мои прошлые видосы, все это говорил. Пожалуйста, мы отскочили, сделали ретест, чуть-чуть не дошли до этого уровня. И скорее всего дальше мы опять будем снижаться и будет у нас рост альтов. Опять же, я думаю, что до инаугурации Трампа нам еще покажет рост какой-то. То есть до инаугурации, там, может, после Нового года, может, прямо на Новый год у нас будет какой-то рост небольшой. Потом на инаугурации Трампа люди, инвесторы будут снижать риски, потому что мало ли что там Трамп выкинет. Может, реально он что-то такое скажет, что прям крипта обвалится. Но я уверен, что у него сумки заряжены, его фонд покупает иена, покупает эфир, поэтому он тоже заинтересован в том, чтобы запампить свои сумки. Илон Маск пампит крипту, короче, все за крипту. Поэтому можете сказать, что я очень бычий, но, блин, мы на бычьем рынке. Тут нельзя быть медведем. Если вы медведь, то благодаря вам будет и расти, соответственно, биткоин. Вы будете шортить, вас будут ликвидировать, и на ваших ликвидациях будет расти цена. Поэтому, если вы медведь, спасибо вам большое, благодаря вам мы будем дальше расти. Поэтому я остаюсь быком на бычьем рынке, я остаюсь оптимистичным, но в адекватных пределах и верю, что доминация у нас будет снижаться, продолжать снижаться в 2021 году. Восходящий тренд у нас сломлен, пожалуйста. Мы этим пиком не обновили прошлый пик. Возможно, будет какое-то прям, не знаю, что-то событие негативное очень, что у нас может подскочить доминация до 64% примерно, и потом обратно спускаться. Но это что-то такое непредвиденное, что об этом никто не знает, какой-то черный лебедь может быть, поэтому об этом как бы не стоит задумываться. В любом случае, если вы держите сумку в долгосрок, вам все равно. Вы держите просто до своих целей. Мои цели по доминации 48-40%, опять же в каждом видео про них говорю, и на этих вот целях я буду фиксироваться. Даже если альты, которые я купил, не дойдут до моих целей, то по этим целям по доминации я буду фиксироваться, потому что пора будет реально выходить. Это будет значить то, что из биткоина ликвидность начала перетекать в альты, и то, что крупный капитал уже просто фиксирует там часть своей прибыли и выходит из рынка, готовится к следующему циклу. Поэтому такие вот цели. Ориентируемся на доминацию, это прямой показатель того, как перетекает ликвидность в альткоины. Я верю, что она будет дальше снижаться. Вот, что сейчас покупать? Да, блин, покупайте все, покупайте AI токены, Arkham, хороший токен, посмотрите, как он хорошо держится, он тоже такой про торговки сейчас стал. Ape, у этого токена огромный потенциал, я его буду держать минимум до 15 баксов, то есть до половины прошлого пика. Он просто сейчас на дне валяется в зоне накопления, но при этом команда там просто лютейшая, с огромным количеством бабок, зарабатывает тоже огромное количество бабок, поэтому токен Ape сильно раскачают, потом увидите. Токен DYDX, токен DEX биржи, который тоже зарабатывает деньги за счет того, что на ней торгует, токен тоже находится в таком накоплении, и как минимум до половины прошлых пиков он тоже сможет дойти. Поэтому смотрите на такие активы, на те команды, которые зарабатывают деньги. У нас, я в прошлое видео тоже снимал про альты, которые можно покупать, можете их посмотреть. Про токен GT говорил, посмотрите, рынок весь коррекции, посмотрите весь рынок коррекции, что делает GT? Он обновляет новый этаж. Опять же, у меня есть отдельное видео на канале про токен GT, почему он будет расти. Тогда он стоил 13,2, сейчас он стоит 17,5. Уже поздно покупать, потому что он на хаях. Я думаю, что он до 30 еще может дойти в этом бычьем цикле. Дальше, что у нас? Всякие LDO-шки, иены, которые тоже покупает, этот Трамп, фонд Трампа покупает. Тут вообще такая чашка с ручкой образовалась, и, соответственно, у нас полет куда-нибудь в эту зону точно будет. W, Wormhole, который еще ничего не показал тоже. Поставил такие две вершины, уперся тут в уровень, все никак не может его пробить. Я думаю, тоже у нас будет пробитие и полет, потому что токен достаточно хороший. Мемчики тоже, огромное количество мемчиков, которые еще не показали. Если мы реально находимся в суперцикле мемов, то капитализация мемов может очень дико вырасти. Об этом говорит Мурат, главный мемолог. Я, в принципе, с ним согласен, что мемы в этом цикле покажут очень хороший рост, потому что это один из нарративов текущего бычьего рынка. Также ноткоин, доксы, все это я держу.
все это мы держим. И я верю, что Notcoin обновит этот пик, который был тогда, DOX обновит, DOX точнее был. Ну, DOX тоже, в принципе, свои пики, я думаю, обновит, и Notcoin свои пики, я думаю, обновит. Вот, короче, держим сумки, Aptos, на него сейчас льется фат жестко, потому что там SEO ушел, там еще что-то придумывают, короче. Люди любят раздавать новости так, как будто прям что-то ужасное произошло, хотя с Aptos не произошло ничего ужасного. Да, один из SEO компании покинул, но он покинул для того, чтобы создать новый проект, чтобы развивать стартап с нуля. Ему нравится именно проекты с нуля развивать. Он уже Aptos развил, все, передал его в руки достойным людям, и дальше эти люди будут развивать Aptos. И за счет этого фада цена сильно упала, сейчас очень хорошая цена, чтобы покупать, $9, вообще сок. У меня очень большая сумка в Aptos заряжена, и я верю в этот актив, и тоже это все большая зона накопления перед полетом к моим целям. Что у нас еще интересного есть? Арбитрумы всякие тоже сейчас подошли к зоне поддержки, тоже хороший токен, чтобы покупать. Оптимизм, спустились к расширяющемуся треугольнику, к его почти основанию, тоже хороший токен. Starknet, вообще скамина лютая, посмотрите, как он укатался. Он даже опять провалился в свою зону накопления, но я тоже держу Starknet. И я верю, что он вырастет, потому что токены, которые зачастую очень сильно падают, они потом очень сильно растут. ZK вообще, кстати, хорошо держится. Matic, вообще вот это прям топчик сейчас брать. По 50 центов, по 48 центов, посмотрите, где цена. Просто на дне. Очень хороший токен, чтобы подбирать. Ну и токены бирж, они в принципе хорошо себя показывают. MNT, GT, разные другие BNB. Поэтому подбирать как бы можно то, что имеет потенциал роста за счет переоценки, за счет того, что проект зарабатывает бабки, у них есть бабки для того, чтобы качать свой проект, поэтому ищите такие токены. Я как-нибудь сниму отдельное видео, как выбирать проекты, правда уже, поздно покупать, ну как, еще не поздно покупать, еще можно покупать, но вы уже понимаете, что большинство токенов уже толкнулись от дна, и скорее всего в ближайшее время они вряд ли туда придут. Но еще как бы можно набирать сумку, я постепенно докупаю, вот недавно докупал DYDX, и по мере того, как я буду зарабатывать кэш, я буду часть вкладывать в крипту, пока еще все не улетело на огромное количество иксов. Вот такие вот мысли у меня, у нас 2025 бычий год, возможно кто-то сделает life change, изменит свою жизнь. Я буду надеяться, что таких людей среди моих подписчиков хотя бы несколько человек будет. Потому что, как показывает практика, в этом рынке зарабатывают только 5%, а 95% оплачивают всю эту тусовку. Поэтому изучайте информацию каждый день, обучайтесь, не смотрите на новости. Точнее, как бы надо анализировать новости, но понимать, для чего эти новости подвозят. Потому что, опять же, ФРС там говорит всякую дичь, биткоин падает, потом говорят, что типа ФРС как бы тут уже ничего не решает, там уже будет решать Трамп, и снова все растет. Поэтому новости это просто шум, и надо их анализировать с холодной головой. Надо смотреть на реальные факторы, которые говорят о том, что цена будет расти. Поэтому анализируйте факторы, анализируйте факты, смотрите широко, смотрите в проекты, кто зарабатывает деньги, у кого есть бабки для того, чтобы качать свои проекты. Короче, я буду максимально вам стараться помогать в этом. У меня есть телеграм-канал Bendy Gang, на который ссылочка в описании. Можете на него подписаться, чтобы быть в курсе всех криптособытий. Также у меня есть закрытое сообщество Криптобаза. Там мы более подробно разбираем рынок. Опять же, ссылочка в описании. Можете ознакомиться, если хотите в него вступить. У меня есть сливы из приватных сообществ, курсы разные по трейдингу платные от других топовых трейдеров и много другое. Поэтому, если хотите, можете вступить в Криптобазу по ссылочке в описании. Вот такие вот у меня мысли по рынку. Нас ждет, вау, какой бычий рынок, к которому большинство из вас не готовы, поверьте мне. Я сам морально стараюсь готовиться. Не к тому, что у меня просадки там, либо росты будут, мне это все равно. У меня есть цели, я просто морально готовлюсь к тому, что будет очень много бабок, и эти бабки нужно будет забирать с рынка, а не выкладывать. Потому что большинство людей, которые видят бабки на своем балансе, там счет у них там в 10 раз вырос, они такие, вау, что происходит? Ну, блин, еще чуть подожду, оно там еще вырастет, и они не фиксируют. Надо быть реально с железными руками, с холодной головой просто брать, вот так вот, запускать руку и доставать бабки из этого рынка. По-другому вы никак не заработаете. Все, такое вот видео у нас получилось. Получилось оно длинным, но я думаю, вам понравилось оно. Если это так, то напишите об этом в комментариях, поставьте там видосику лайк. Ну и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А мы с вами увидимся уже возможно, в следующем видео. У меня еще есть новогодний ролик, который готов на 31 число. Но в следующем году я буду стараться делать больше качественного контента для вас. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.